Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Если нужно весной, в мае, в июне, а это очень актуально было в этом году, развести быстренько, после гибели вот в открытом грунте высадили рассаду, а она погибает. И что в таком случае делать? А в таком случае, если есть теплица, очень легкий и простой способ размножения и получения новых, довольно-таки хороших и урожайных кустов томатов. Смотрите, это у меня томат Фенда. Вот он такой уже огромный. И уже даже, видите, опустился, идет вниз. И вот здесь столько вот этих прекрасных кустов. Если бы это было хорошее время и нужно было бы, я бы, вот смотрите, что делаем. Или выламываем, или же обрезаем. Вот. Ну вот он себе дальше растет. Какие нужно взять хорошие, чтобы были кусики и хорошо росли пасынки. Вот, томаты из пасынков, это очень быстро, и мы сейчас вам покажем, как это хорошо получается. Берете более, чем больше, тем лучше. Ну, естественно, обрезаете цветоносы, потому что для укоренения нужны будут питательные вещества. И можно немножко обрезать. Не немножко, вот где много, конечно, для того, чтобы вот так, как обычно для укоренения разных растений, нужно часть листьев убрать и создать условия для того, чтобы они укоренились. Эти условия мы сейчас вам покажем и расскажем. Это мы отвечали на вопрос, можно ли как-то размножить с помощью пасынков. Смотрите, была баночка. Водички уже много я залила, потому что много корней. Видите, какие корни. Так, сейчас так вот положим. Ну вот, смотрите, какая хорошая корневая система. Не все. Вот один у нас отход. Вот, смотрите, какая красота, да? Мощная корневая система. И я хочу сейчас положить, лежа их. Вот мы их еще больше уложим. Здесь цветочная кисть. Видите? Мы сейчас вот таким образом посадим. Сегодня у нас знак Тельца. Можем обламывать все листики лишние. И вот очень маленькие были пасынки. Смотрите, какая красота. Какие корни. Вот. Из всех только два у нас не получилось. Видимо, там и водичка не доходила. Даже вот такой малыш. И тоже есть, видите, корневая система. Ну, мы не будем его садить, он совсем маленький. Это просто эксперимент. Хотела показать, что получается вот при том моменте, когда можно размножать с помощью вот этих пасынков. Получается все прекрасно. Ну и посадим сейчас. Здесь у нас влажная земля после дождика. О, еще картошку забыла. Итак, высаживаю. Вот одно растение. Это наши с теплицы растения. И вот таким образом посмотрим. Хотя бы одну кисть. Можно успеть или не можно успеть. Мы это все с вами методом проб. Это все узнаем. Ну и сейчас все остальные я таким же образом посажу. Здесь маленький рядочек. Вот. Так, это сюда. Здесь еще тень. Ну и что? Будет эксперимент вообще. После картофеля. Раз. Вот. Но здесь, смотрите, какая здесь земля. Я думаю, что должно быть все хорошо. Должно получиться очень хорошо. Так, вот это лишнее. И желтенькие эти листики то же самое. Так. У нас лягушки тут квакают. Ой. Вот так. Высаживаю по одной, чтобы была свобода. Хорошая земля. Вот так вот. Ну и так до конца сейчас я высажу их. Да, земля супер. Особенно когда влага. Ой, вот так вот. А здесь посажу две. Причем вот так вот. В одну сторону и в другую сторону. Вот. Влажная земелька. Не поливаю.
всегда даю возможность корням развиваться, не лениться. Потому что маленькая корневая система – это ленивцы. Это те, кто не могут в жизни своей пройти любые испытания. Вот так вот. Сейчас я отсюда возьму вот этой земельки. Вот. И сюда тоже. Сейчас вот это уберу. Листики. И с этой стороны один. И с этой стороны тоже одно растение. Я уже завтра полью их. Послезавтра лучше. Как раз луна будет перед выходом, переходом в знак стихии воздуха. У нас сейчас будет телец. Уже телец сегодня. Вечер. 3 июля 2021 года. Вот так вот. Тоже внутри хорошая земля. Так. Вот сюда. Вот сюда. Вот так вот. Ну вот, мы посадили. Это у нас эксперимент. Смотрите. Рядочек и при защите, при работе с растениями будем использовать. Так, можно еще и этот посадить маленький. А посмотрим, что будет. Вот так. Посадили. Это из теплицы. Здесь Белфорд. Возможно, есть Мэйшуай. Тогда не помню, какие были пасынки. Мы их укоренили, показали, как это делать. Ну и вот сегодня 3-го посадили. Можно было раньше, но появилась возможность. Вот кусочек освободился. У нас именно грядочки, где росла картошка. А вот сегодня эти томаты, которые были сначала пасынками, а затем укоренились, и вот они здесь растут. Особого внимания им не уделялось, тем более они росли после картошки. Что сейчас можно сделать для того, чтобы успеть еще получить урожай? Смотрите, снова же пасынки, которые были, мы их убираем. И что мы делаем? Верхушку тоже вот так. Потому что не успеет уже созреть, поэтому вот эти пасынки мы полностью убираем. Смотрите, сколько пасынков. Томаты это такое растение, которое все время растет и растет. Вот. И мы можем, и тут тоже верхушку срезаем. Вот этот кустик, еще не все. Здесь тоже много лишнего. Вот. Этот кустик может спокойно плодоносить, еще подарить нам урожай. Смотрите, и эти нижние листики. Я их, кстати, тоже, как и всех, обрабатывала. Теплицы обрабатываю, приду и обработаю. Ну вот нижние листики, они всегда отработали. И, естественно, они уже не нужны растению, их нужно убирать. И вот смотрите, вот этот кустик, замечательный куст с томатами, еще созреет. Мы убрали пасынки. Здесь то же самое. На этих кустах в первую очередь что делаем? В первую очередь срезаем верхушки. Потому что уже время пришло, уже дело к осени, к сентябрю. И вот все пасынки, все вот эти верхушечки, вот, мы их обрезаем, они сейчас уже растениям не нужны. Вот так вот. Да, конечно, уже наконец-то и ночи прохладные. Вот смотрите, сколько здесь. Вот мы сейчас зайдем с этой стороны. Смотрите, это все лишнее, все эти пасынки, которые... Да, кстати, можно было даже из таких пасынков получить. У нас были такие, вы видели, тоже нарастает корневая система. Но сейчас нужно их, эти пасынки уже... Кстати, растения здоровые, можно закопать. Или вот там, где готовятся удобрения. Это все можно использовать. Вот слишком много здесь. Так, снова же пасынки убираем. И потом вам покажем, что получится
А получится будут еще, будет урожай. Причем это было поздно сделано уже. Почему я это показываю и сегодня эту тему поднимаю, казалось бы, рано? Да потому что следующий год будет тоже таким же непредсказуемым в плане погоды. И нужно будет всем знать, что сложно будет в открытом грунте вырастить. А вот закрытый грунт, конечно, не у всех есть. Поэтому, если есть теплица и есть возможность в теплице вот таким образом, если пасынки даже в начале оставлять, то можно получать вот такой хороший еще урожай. Пусть он поздний, но это не для севера, потому что на севере, конечно, нужно, чтобы был дольше теплый период. Кстати, можно и в теплице тоже из пасынков получать вот такие замечательные томаты. Здесь и тот же Белфорд, и Фенда. С тех помидоров, которые я выращиваю, вот эти пасынки были собраны, срезаны и выращены. Раиса Горяченко и Александр Волик показали, как мы выращивали из пасынков томаты. Из пасынков получили вот такие кустики. При особых, не особых, у нас мало затрат было. На них мы только поливали и выполняли те же процедуры, которые делали с нашими помидорами в теплице. Тоже подкормочка, тоже защита. И вот, пожалуйста, вот эти томаты сейчас имеют вот такой вид и продолжают вегетацию. И, естественно, дадут нам еще урожай. Прощаемся с вами до следующего видео на нашем канале.